Она вот так стоит и вот так. Типа, зрение хорошее, а руки короткие. Могла даже в процессе выпрыгнуть из машинки. Как бы он стрельнул бы ей. Я что-то делаю не то. И не там живу. Но у нее все равно дрожит рука, ей тяжело. Прикол в том, что это вообще смерть по костям стучат. Это прикладное, этому можно научиться, если ты много пашешь. Всем привет! Сегодня у нас второй день обучения нашего VIP-курса, и наши студентки Венди и Натали, которые приехали учиться 9 дней, они из Соединенных Штатов, одна из них из Техаса, Техаса, а вторая из Луизианы. И она там кромсала микроблейдингом своих клиентов, решила, что это не экологично, наконец-то поняла, как и многие, и приехала переучиваться на аппаратную технику. Ей, конечно, очень сложно. Несмотря на месячное предыдущее обучение дистанционно, ей очень сложно. И Венди мастер более опытный, она уже приезжала ко мне на курс предыдущий и работает практически полностью самостоятельно. На самом деле сегодня у нас квест. Я не должна садиться и за них поправлять или для них что-то прорисовывать. Мы попытаемся это сделать, то есть я просто направляю словами. It's big deep and you work on red line. You can work on red line, okay? It's like deadline for you. I kill you when you work on red line. Do you see? You work on red line. У них ошибки стандартные. Не там соединяют, прорисовывают волоски, нарушая правила мелкие такие. Когда они приезжают, они дома целый месяц рисуют вот эти связки, все схемы. И они у них начинают получаться на латексе, но на коже это все сложнее, потому что здесь рельеф появляется. И как бы там глаз, надбровная дуга, больно, не больно, кожа, там все немножко по-другому все равно. Были, которых я отстраняла от моделей, и они сидели на латексе, рисовали, да, было дело. Они рисовали мало дома, аргументируя тем, что я работаю, у меня нет времени, там, и так далее. Я предупреждала, потому что совсем... Была одна, которая вообще приехала, думаю, что она делает. Она вот так стоит и вот так. Типа, зрение хорошее, а руки короткие, короче, из этой оперы. Очки забыла и просто не видит. Я говорю, вот здесь рисуй, она начинает рисовать вообще там на сантиметра-полтора в стороне. Ее, конечно, я тоже отстранила. То есть всякий маразм случается. И скажи еще, что в головке она пусть не утолщает. А сами линии хорошие. Вот здесь вот она молодец. Она здесь вот сделала тонкие, как я говорила, как я просила. Но вот здесь вот эти вот не могут быть тоньше, чем вот это. То есть вот здесь яркость сосредоточена. Но я понимаю, что она еще не закончила вообще, нормально. Я просто, чтобы она не заигралась. Сегодня я не буду садиться, ничего делать, она все сама делает. Тогда она тоньше и точнее линии оставляет. Этот звук, это просто который раз я слышу, это нормально? Пусть она мне покажет. Вот она периодически делает вот это. Нет, конечно, вот это то, о чем я вчера говорила, смотри. Видишь, есть расстояние. There's this gap. Once you hear that something is wrong, to hear that sound, you have to check all the settings right away. You see this gap between the machine and the... Я вчера делала на этом акцент. Вот это место, его быть не должно. Объясню, она просто неправильно вставила иглу, все просто. То есть, когда игла не до конца вставлена, повернута, она не зафиксирована, она слегка вибрирует, и, допустим, сложнее ей оставлять более четкую, качественную линию. Это из той же оперы, что
допустим, там хирург взял вместо ножа номер 16 нож номер 58 и начал там какой-нибудь сосудик резать, пилой пилить. Ну, короче, аппарат, которым работаешь, это прям самое важное. То есть его настройка, его вылет иглы, вот это все, это прям очень важно. Ну, она просто не довставила иглу, и она чуть больше вибрировала, и более того, могла даже в процессе выпрыгнуть из машинки. Как бы он стрельнул бы ей. Но это так часто случается. Знаешь, что было у меня, прикол был? У меня была студентка, которая вообще, там у нее был аппарат, в который игла вставлялась отдельно, игла и носик. И она просто иглу вставила другой стороной, острой стороной внутрь и тупой стороной. И говорит, что-то тут так все кровь течет, все плохо. Я сразу сюда смотрю. Она реально тупой стороной ковыряла там. То есть вот маразма я насмотрелась за свое обучение много. Ну вот конкретно у них я не знаю, а прошлый курс приезжал, они мне рассказывали, что у них процедура стоит $1000 одна просто зона. И она такая подходит, говорит, там такая работа средненькая, ну как бы ничего выдающегося. И она такая, я такая, молодец, это full face, он стоит у меня там вот в Штатах, где она там жила, в Атланте, $3000, говорит, и вы бы заплатили у меня такую. Я такая, что, $3000? Я что-то делаю не то. И не там живу. Да. Because this place is your hairstroke is very thin and soft, you need to do darker in this part, okay? But this place is good. You don't go deep. It's good place. To avoid this area, don't work there. Don't work on this skin. Запрещено работать на родинках, любых новообразованиях и там, где недавно был прыщ, потому что бессмысленно. Микроблейдинг – это разрезы на коже. Это просто лезвие, которым берут и вот так кожу разрезают, растягивают, такая получается щель, и туда втирают пигмент. Вот смысл такой. Это не аппарат электрический, который делает проколы в коже на каком-то расстоянии друг от друга, а это именно разрез. Это шравмирует кожу, рубцует ее, травмирует, причем потом там невозможно работать, если мастер прям нашинковал хорошо. Хороший пример – это бабушки, когда карпов жарят, они делают вот эти разрезы, такие чик-чик-чик-чик-чик, это прям сильно похоже, реально. Если так кожу растянуть, там такие же щели. Но ее никто не растягивает, все показывают ее в виде как бы красивых рисуночков, фотографии тонко выглядят. Но если кожу растянуть, там будут именно вот эти щели. И мастеров после этой техники сложно переучивать, они сильно давят, у них нету вот этого понимания, как ввести, как ставить руки, реально сложно. Ну, например, да, как вот целый месяц она училась рисовать эти схемы все, но у нее все равно дрожит рука, ей тяжело. Но хорошо, что в принципе тенденция есть к тому, что перестают его делать и начинают переходить в аппараты. Прикол в том, что купить лезвие и пигмент и обучиться 3 дня – это прям легко, действительно легко. Потому что лезвием этим получается легко вот эти полукруглые волоски, которые тяжело провести рукой. Рукой у них они вот такие получаются, а лезвием чик и нарисовал. Но другое дело, что там просто рубец остается от этого. И не художники лезут. Они уже попробовали, они поняли, что можно денег заработать, потому что клиент не соображает, что ему делают. Ну, самые нормальные пытаются переучиться, те, которые думают на будущее, что они с клиентом надолго, а до сих пор многие шинкуют, еще и преподносят как супертехнику. Перышко, прикосновение пера, легко-легко, тролливали, такой брехней там пахнет, не кислый. Микроблейдинг зло. Потому что это так просто, что я бы всех пересадила, своих мастеров, на микроблейдинг. Но я же не делаю этого, я деньги зарабатываю, я люблю деньги. Но я не делаю этого, потому что это не экологично по отношению к клиентам. А мы же хотим долгие отношения с клиентами. А если им зарубцуют всю кожу, там через год я скажу, слушайте, у вас не бровь, а рубец, идите. Все, вы мне больше не клиент. Неправильно. Прикол в том, что клиенты думают, что если уж микроблейдинг, это воздушная нежная техника, оставляет рубцы, то что тогда вот это? Это вообще смерть, по костям стучат. И им сложно донести. То есть вот реально мы над этим работаем, но, видимо, недостаточно, потому что все еще идут и делают этот микроблейдинг. Жуть жуткая.
Потому что любая конференция – это продажа оборудования, пигментов, там, своих услуг по обучению. Я себя продаю в Ютубе, допустим, неплохо, а они мотаются по конференциям и говорят: мои пигменты самые лучшие, только ими я работаю и делаю свои великолепные процедуры. А мои студенты, которые приезжают ко мне со всего мира, они мне говорят: да была я у этого мастера, и что, он из кармана достает пигмент татуировочный, работает им, а продает дорогие, короче, вот так делается это. И они делают это часто. Короче, когда студент приезжает, он хочет купить все, чем он работает и учится. Он прям жаждет. Ему можно втюхать любой аппарат задорого, вообще любое количество там пигментов, машинок. Он вот так сгребает, потому что он доверяет учителю, к которому приехал учиться. А я так не делаю. Лошара. Ну реально, они покупают за 300 тысяч машинку. Я скажу, она классная. Вот эту вот сейчас продам, которая стоит там 20 баксов. И она купит. И так делают все школы. Они на этом зарабатывают. У них, может, обучение стоит мало, но зато они втюхают кучу оборудования. Ну так во многих местах, я подозреваю, делают. Когда кожа разрушена, когда много раз проходили, они расплывутся прям с большой вероятностью. То есть они дымку дадут вокруг себя. Она работала в форме, она не испортила форму, не вышла никуда, то есть это хорошо. Это сложно, это долго осваивается, это прям, не знаю, сотнями процедур осваивается. Она должна понять ошибки, понять, как она их совершает здесь. Они обе рисовали дома мало, все равно. Я понимаю, что работа и все такое, но они же ехали, знали, на какое сложное обучение они едут. И они рисовали мало, могли больше. Было бы проще. Почти невозможно. Если ты не умеешь рисовать, никогда не тренировался, не развивал глазомер, не рисовал хотя бы, знаешь, есть люди, которые не учились рисовать, они не художники, но у них есть вот это все время тяга что-то порисовать, и они видят. Они могут, но есть такие, которым вообще не вариант. Вот прям вообще нет шансов, их надо гнать из этой профессии. Очень многие даже не пытаются делать много. Они знают, что, допустим, едут ко мне на обучение, месяц предшествует обучение дистанционное. И они мне высылают по 1-2 работы, я их заставляю. Они не пытаются, понимаешь? Они когда приезжают, они не готовы. Я даю им много больше, чем другие. Но они реально должны были учиться много. Они должны были не 1 латекс, как я прошу, хотя бы 1 сделайте мне, а 10 их прислать, понимаешь? Потому что это все просто тупо практика. Практика руки, практика глаз, и все. Это прикладное, этому можно научиться, если ты много пашешь. Разные варианты работы, то есть когда кожа сухая, можно рисовать много тонких волосков, причем если опыта хватает, не разрушить кожу вокруг. А если кожа жирная у клиента, то это бессмысленно, она будет портить глаза, рисовать их много, а они, когда заживут, расплывутся, потому что жирная кожа, она как промокашка, она рыхлая, и в ней все расплывается. А сухая кожа, она удерживает линию, то есть тонкости. Вечная проблема с формами. Рисуют очень подолгу, прям очень долго, теряют симметрию. А все дело в том, что они не пользуются вот этими точками, которые я прописала, и по которым можно прям отследить, проверить, сверить вообще нахождение каждого, не знаю, штриха на лице и убрать все лишнее. И это просто, действительно. У меня есть курс по развитию глазомера, который, пройдя, можно научиться видеть, прям реально видеть детали, потому что это все тренировки. Ты начинаешь видеть спустя время, когда постоянно делаешь одни и те же там повторяющиеся движения. И вы можете пройти вот по ссылке, я не знаю, где она будет, пройти по ссылке и ознакомиться с этим курсом, его приобрести и, главное, пройти. А глазомер – это тоже там условно, как мышца, которую развивать надо. Хороший штрих – это то же самое. И все это вы можете улучшить, пройдя курсы, которые будут в описании, например, к этому видео. На самом деле это реально сложно. Реально сложно.
И у Венди на прошлом курсе получалось так же тяжело, как и у нее. Поэтому она приехала еще раз. Есть люди прям талантливые, которым легко дается. Но они, возможно, когда-то учились рисовать, может, просто там дано. У нас же есть у всех какие-то свои там, как их, преимущества в чем-то. А некоторые большим трудом добиваются. То есть она училась, прошлый курс у нее было 25 моделей, там 23, или, ну, короче, в районе 20. А потом дома по 2 месяца практиковалась и приехала еще раз. Сейчас она уже прям понимает, осознает, что именно надо делать, и хочет отточить вообще уже все тонкости, там, детали, нюансы. А для Натали тяжело, потому что она вообще прям только начала. Нормально, и плюс стресс. Yeah, every day is wonderful, and I learn more experience. And the teacher and the translator help me a lot to always show me the good thing, also the bad thing. Real, recognize my flaw or my weak. So that's why I improve my skill too. Thank you so much. Actually, if you come here, you need to practice a lot. The homework before you come here, it will be more easier for you. So I didn't have that much time to practice on the exercise, but it's great. You learn a lot. We learn a lot from Alina. Yeah, she's straightforward, but make sure you all need to practice. Ну что, сегодня у нас второй день прошел, и он прошел, конечно, гораздо лучше, чем вчера, и работы у них получается уже лучше, и даже Натали, которая вообще только осваивает эту технику, она начинает понимать, какое движение от нее нужно. Мой план утренний, что я ни разу не сяду, и они сами полностью сделают свою работу, он, конечно, провалился. Хотя нет, у Венди я не садилась, она делала полностью сама, я подходила, показывала, где что надо поправить. Работа на 100% ее. Но у Натали мне пришлось несколько раз сесть, потому что она начала терять форму, она реально размесила в фарш просто кожу на брови, и там, я знаю, не приживутся волоски, но она зато поняла, как это делать. Все учатся с разной скоростью, поэтому нормальный рабочий процесс. Сегодня всего лишь второй день, и результат неплохой. Планы на завтра. Завтра Венди должна полностью самостоятельно сделать работу быстрее. Она делает ее так тщательно и медленно, что не укладывается в 3 модели в день. Завтра у нее 3 модели. Венди! Tomorrow you need to do 3 models. It's planned for tomorrow. Okay.